Это же состояние, вот люди испытывают проблемы, долги, что-то еще. Это их внутреннее состояние, их сознание внутри пребывает в этом состоянии, и это проявляется реальными ситуациями в их жизни. И они ждут, пока что-то изменится в пространстве, а это в них сейчас происходит. Некое состояние радости, счастья. Это состояние, которое есть само по себе. Его, да, связывают с какими-то целями, с финансовыми или с отношениями. Типа вот я стану радостным, когда вот деньги будут. Стану радостным, когда квартира вот это будет. Когда долги закрою, стану радостным. Когда вот эти отношения будут, стану радостным. Когда дети будут, стану радостным. И когда человек достигает некой цели, он ненадолго обретает радость. Но обретает радость не от того, что он достиг цели, а от того, что цель исчезнула. Он освободился от цели. И когда возникает следующая цель, достаточно быстро, его радость гасится, и он вновь гонится зачем-то, чтобы обрести вот эту радость. Радость должна быть свободной от всех условий, безусловной. Вот здесь и сейчас. Просто освободить себя от всего, все, вот она радость. Просто стать свободным. Потому что если радость зависит от чего-то, от кого-то, то это так себе стратегия. Чувство отделенности эго, оно связало, что вот это связано с деньгами или с этим, или с этим. И связывает настолько, что прямо отказывается быть радостным, пока вот деньги не появятся. Говорит, ты попробуй, как мне быть радостным, когда вот у меня вот долги, и продолжает страдать. Да блин, у тебя уже долги, тебе срочно надо стать радостным. Хотя бы будь радостным. Ты зачем себя это мучаешь? Бесплатно. У тебя уже долги, да. То есть, если у тебя уже долги, ты типа что-то говоришь об этом, что вот попробуй быть радостным, когда у тебя долги. Тебе срочно надо стать радостным, если у тебя долги. Срочно. Какая бы у тебя проблема ни была, хотя бы будь сейчас радостным. Ведь это ты можешь просто так быть. Они почему не радуются? Потому что у них есть какие-то трудности, проблемы, они вот так вот, трудности, у меня вот долги и так далее, чтобы от них никто ничего не хотел. Потому что они вот, особенно если долги, думают, если буду радостным, то мне будут говорить, вот ты радостный, возвращай долги. И они проявляются, что вот у них долги, чтобы их типа не трогали, чтобы от них подальше держались. Вот, от них подальше держатся, когда они вот так вот проявляются, что вот у них как-то что-то вот не так словно. Но человеку проходить ситуацию, в которой он находится, будь это долги, будь это связано со здоровьем, в отношениях, неважно, с детьми, с родителями, с кем угодно, любую ситуацию человеку проще пройти в спокойном, радостном состоянии. То есть какая бы у человека ситуация на данный момент ни была, да, ему надо в первую очередь стать радостным. В первую очередь. Освободить себя, вытащить внимание от всех этих страданий и так далее, стать радостным и из этого состояния действовать. Почему? Дело в том, что состояние условно определяет, относительно мысли, решения, действия. В радостном состоянии, вот я общаюсь с тобой, или вот, не знаю, ты общаешься с женой, или с другом, с кем угодно. У тебя одни мысли, решения, действия в виде говорения и взаимоотношений, да, то есть там вы можете обняться и так далее в радостном состоянии, в благостном состоянии, да. Когда ты зол, раздражен, у тебя уже другие мысли, решения и действия. Ты по-другому, в другой интонации говоришь, по-другому говоришь, да, ты уже обниматься не будешь, может быть, толкаться будешь, или, может, наоборот, просто вот как-то это, ты по-другому проявляешься, и это влияет на то, как проявляется пространство, что происходит в пространстве. И если вот эта простая связь увидится человеком, что от того, в каком он сейчас состоянии, зависит то, каким образом происходит взаимодействие в пространстве, какие ему мысли приходят. Когда он зол, раздражен, в негативе, ему мысли не приходят подходящие для того, чтобы решить эту ситуацию. В радостном состоянии ему приходят благостные мысли. Более того, можно еще дальше пойти. Пока человек пребывает в том, что вот у него долги и проблемы, это же тоже состояние, это восприятие себя в пространстве. И оно формирует его состояние. Ведь весь путь человека в действительности, вот человек говорит, народ, у меня долги, трудности, проблемы и так далее, вот что угодно. Я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, я вот хочу, чтобы вот у меня вот такая семья была, и вот столько денег было, вот машина вот эта была, не знаю, долги исчезли, вот здоровым хочу стать. Он что-то хочет, каждый человек что-то хочет. И весь путь человека в действительности, если увидеть, когда человек дойдет до того, что он хочет, что реально поменяется. И единственное, что поменялось, это вот это знание о самом себе. И весь твой путь был от одного состояния к другому состоянию. Весь путь всех людей от одного состояния к другому состоянию. Но для того, чтобы они обрели словно другое состояние, они делают кучу действий во внешнем мире. И с каждым действием увеличивается их вера в то, что они смогут себе разрешить так о себе думать. И им надо что-то делать целыми днями,
И делая эти действия, они разрешают таким образом о себе знать другое. Но они так делают, потому что их таким образом вырастили, сформировали и научили. Они пребывают в такой концепции. А если человек осознает, что он уже есть все сейчас, и весь путь проходит от одного состояния к другому, то он научится менеджерить свое состояние. Он в себе будет этот путь проходить. Условно, если человек сейчас говорит, что я хочу купить машину, или я хочу там чего-то, то это состояние что делает? Оно ему дает одни мысли, решения и действия, которые формируют его реальность. То есть он познает себя, хотящего, он познает момент, в котором он проявляется как хотящий к чему-то прийти. И вот когда он это получит, он не будет больше хотеть, он будет знать, что он уже есть такой. Если этот путь в себе человек может быстро пройти, и вот уже сейчас, несмотря на то, что типа у него ничего нету, как ему кажется только, что вот у него этого нету, если человек просто сидя здесь будет знать, что у него уже это все есть. То есть весь путь человека от одного состояния к другому, и в состоянии, я знаю, что у меня уже это все есть, у человека другие мысли, решения и действия, и, соответственно, событийный ряд. Другие люди попадаются, другие мысли приходят. И основное, над чем нужно человеку работать в достижении чего угодно, это над тем, что сейчас происходит с его состоянием. То есть, если человеку нужно условно избавиться от долгов, решить любые вопросы, что угодно, все, что нужно, это искренность. И пронаблюдать человеку, как он проявляется в разных состояниях. И он заметит, что в радостном состоянии у него одни мысли, решения, действия и общения. И это одним образом влияет на тех, кто вокруг, и одни события создает. Когда он зол, раздражен, это по-другому происходит. А вот у нас очень много состояний, очень много состояний. То есть это не только касается радостного и злого, раздраженного состояния, да, то есть или там депрессивного, еще какого-то. Я говорю, когда человек говорит, я хочу чего-то, это тоже состояние. Когда человек говорит, я верю, это тоже состояние. Я хочу, подразумевает, что у него этого нет. Я верю, тоже подразумевает, что у него этого нет. Ему надо обрести знание, обрести состояние, в котором он знает, что он уже есть такой. Это очень легко, когда человек осознает единство. То есть, когда человек осознает, что все единое, это то, о чем говорится во всех религиях, традиции. Там, ученые условно доказали, скорее просто обнаружили, что оно все единое. Да, то есть, когда ты осознаешь, что все единое, для тебя нет отличий. Присутствие и отсутствие. То есть, присутствует это тут или отсутствует, нет отличий. Отличие есть только для ума, который не осознает, для него ошибка. Это невозможно, этого же тут нет, как нет отличий. Но в реальности, то есть то, что происходит, это же не то, что мы видим глазом. Это не только то, что мы видим глазом, то, что происходит. Да, и есть абсолютный план, условно, на котором нет отличий. Нет отличий присутствия и отсутствия. Если вот прямо сейчас вот выкрутить, я говорю, электронный микроскоп, вот эти все формы и так далее просто сливается в одно единое, просто однородное, просто все. И вот это ум не может понять. Но если чуть-чуть человек начнет анализировать, рассуждать, хотя это можно в опыте, прямом опыте можно почувствовать. То есть оно не требует самопонимания, это может быть прямым опытом. Что значит прямой опыт? В медитативном состоянии, когда человек сядет вот так, есть у меня практика присутствия тоже в канале, человек в прямом опыте может сдвинуться и превзойти мысли, чувства и так далее, и тогда его включает, и он чувствует себя всем пространством. В прямом опыте. Это, возможно, сейчас как-то фантастически звучит, но оно действительно так. У нас в канале уже люди прикасаются к этому опыту и так далее. То есть и на эфирах вы, если зайдете на эфир, вы почувствуете. У меня есть вот в канале, вообще вот очень рекомендую вот все, что я говорю, если кто-то искренне не захочет разобраться в том, что я говорю. Вот у меня вот в канале, вот вначале ты спрашивал про сообщество, я там передаю, вот это очень подробно разбираю, там более 100 часов материала про отношения, про то, как стать популярным, про вот этот покой, как ты, условно, вот обретаешь вот этот покой, из этого состояния ты, условно, более эффективен, ты можешь, что бы ни происходило, ты просто видишь это таким, какое оно есть, ты это не возвышаешь как-то, не преуменьшаешь, ты просто видишь все таким, какое оно есть, ты видишь, условно, шире и понимаешь, как тебе действовать, из долгов выбраться, более здоровым быть и так далее. Там очень подробно это все разбирается, то есть там более 100 часов материала на эту тему с практиками. Каждую неделю зумы провожу, вот 3-ю неделю подряд по 1000 человек на зумах, то есть эфирах. Я вот так вот с человеком общаюсь и разбираю, вот 1000 человек сидит, и я вот некоторым отвечаю, кто руки поднимут на их вопросы, погружаюсь конкретно в их ситуацию. Все происходит таким, какое оно есть.
И в действительности оно не к сожалению, не к радости, оно просто так есть. В любом случае, оно все ведет к познанию себя.